Часы в городской квартире тикали будто тиканье чужого сердца, ровно и бесстрастно. Максим Волков смотрел на них так же часто, как раньше заглядывал в монитор операционной. Он мог назвать любое сердце в этой комнате, любую линию на дисплее, любое мягкое дыхание, которое означало «жизнь». Но его дом опустел. Анна лежала в другом мире, и тот мир больше не отвечал на его посылаемые ей руки. Екатеринбург остался позади, как будто по воле тех же часов. Безжалостно, мгновенно. Город с его светом и шумом уже не согревал, а только напоминал о пустоте. Максим помнил, как возил жену в клиники Израиля и Германии, как пробовал последние, самые рискованные методики. Он помнил силуэты врачей, переговоры, крики в коридоре, когда случилось невозможное. Потом маленькие приливы надежды, которые тут же разбивались о жестокую реальность. Смерть Анны была тишиной богато одетой, но пустынной комнаты. А после нее пришел Артём, их сын, как будто продолжение моста между ними. Когда Артём заболел острым лейкозом, Максим снова узнал вкус и бессилие. Он делал все возможное — капельницы, уколы, переливания, бессонные ночи. Но и Артём ушел в октябре, оставив дом с 2 пустыми подушками и болью, которая уже не могла быть описана медицинскими терминами. Вернувшись на работу спустя время, Максим понял — его руки дрожали не от холода. В операционной дрожь как приговор. Коллеги шептались. Администрация предложила отпуск на полгода. Он ушел навсегда, продав машину, расплатившись с болью наличными и долгами. Квартира на окраине стала островом, где он тонул в стаканах самогона и воспоминаниях. Соседи жаловались на шум, двери запирались с раздражением, а Максим однажды утром, проснувшись от собственного кашля, принял решение. Он не мог больше смотреть на себя в зеркало. Он поехал в тайгу. Не в поисках чуда, а в поисках расстояния. Первое время было наказанием. Изба, у которой со временем отваливались последние слова прежней жизни, требовала всего — дров, воды, труда. Максим колол дрова, топил печь, ходил к озеру за водой, готовил охотиться за рыбой. Тишина тайги была иной тишиной. Не пустая, а насыщенная звуками, стуком ветвей, шорохом лап, далеким криком совы. Она напоминала о жестоких и добрых вещах, о каждом шаге к человеку, которого уже нельзя было потрогать. Зимой однажды Максим вновь сдался. В бутылке он искал ответов, которых не существовало. Он пил, пока не понял. Не сможет умереть так, в одиночестве среди сосновых стволов. Он вылил остатки самогона в снег, смотря как горькая жидкость впитывается в белую землю. Это было его маленькое самообязательство — больше не прятаться за стаканом. Полгода спустя изба преобразилась. Руки не дрожали так сильно, мышцы укрепились, и в его жизни появился новый ритм. Медленный, ровный. Он научился охотиться, коптить рыбу, собирать грибы и ягоды. Единственным собеседником был егерь Петрович, старик, который приходил раз в неделю и оставлял на столе вяленую рыбу и сухой хлеб. Петрович знал людей по запаху и по тому, как они смотрят на мир. Он видел, что Максим отгорожен от прежней жизни, но не убежал от нее полностью. «Ты как зверь, что перестал слышать звон колокольчика», — смеялся он однажды. Максим отвечал молча и глядел на огонь. В огне он видел то, что оставалось от его прежней профессии. Операции, как церемонии, жизнь, как нечто, что можно удержать лишь на короткое время. Осенью, когда лес был красно-золотым и прохладный, Максим услышал звук, что не вписывался в обычную симфонию тайги. Сначала он подумал, что это ветер. Затем, что где-то кто-то забыл уронить рюкзак. Но звук был металлическим и тонким, и он знал его. Браконьерская
Ловушка. Людей, ставивших капканы и ловушки, он ненавидел давно. Ради пушнины и фальшивой наживы они губили то, что нельзя вернуть. Он пошел на звук, шаги шуршали по опавшим иглам, и вдруг перед ним лежала тигрица, большая, амурская, с полосами, как старые шрамы на хребте. Ее лапа была в капкане. Она погибала от боли и крови. Рядом лежал тигренок. Маленький, с слипшимися от слез глазами, он дрожал и не ел уже целые сутки. Инстинкт отца и хирурга встретились в Максе, и он не мог оставить детеныша у мертвой матери. Он аккуратно, как если бы переносил новорожденного пациента, завернул тигренка в свою куртку, прижал его к груди и понес обратно. Дома он долго сидел у печки с этим живым комочком в руках, слыша его слабое сердцебиение. Он дал ему молоко из пипетки, аккуратно разогревая каждую масляную каплю. И тигренок открыл большие карие глаза, полные первозданного доверия. Максим дал ему имя — Гром. Имя казалось спорным выбором для маленького существа, но когда тигренок взревел в первый раз, звук действительно был низким и мощным, как грозовой раскат. Гром рос быстро. К 6 месяцам он весил больше 40 килограммов и мог свалить взрослого мужчину, если тот попытается его обнять как кота. Максим стал ему всем — кормящей матерью, учителем, вожаком. Он говорил с ним много. Гром слушал и понимал. Иногда казалось, что тигр чувствует интонацию человеческой речи и реагирует на смысл, а не только на громкость. Он приносил добычу, которую Максим убивал с неохотой. Трофеи леса, меха, рыбу. Они выходили на охоту вместе, и это была не только примитивная нужда. Это было единение двух душ, которые нашли друг в друге спасение. У печи, в длинные зимние вечера, Максим рассказывал Грому о том, что было раньше. Он говорил о Анне, о ее смехе, о том, как она однажды объясняла ему, что в жизни есть вещи важнее карьеры. Он говорил о Артеме, о его маленьких пальчиках и о том, как эти пальчики цеплялись за его руку в операционной. Гром слушал, положив голову ему на колени, и словно бы понимал не только слова, но и их вес. И все было ровно до той громовой ночи, когда Гром исчез. Максим проснулся от раскатов настоящей грозы. За окном молнии разрезали небо, и вместе с грозой пришло что-то еще — необходимость. Наутро Гром вернулся, мокрый и уставший, но не один. Он волочил за собой хрупкое, беспомощное тело женщины в дорогой, но порванной одежде. Ее кожа была ледяной, дыхание — слабым. Максим перенес ее в избу, работая так, как делал это всю жизнь. Уверенно, без паники. Он ощупал пульс, послушал легкие, проверил зрачки. Сердце еле колотилось. Это было утопление, холодная вода. Если не убьет, то оглушит. Максим приступил к реанимации, вспоминая прежние тренировки и навыки. Он делал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, пока губы девушки не вздрогнули, и она не начала кашлять, выплескивая холодную темную воду. «Где я?» — спросила она, когда глаза ее впервые встретились с его. «В безопасности», — ответил Максим тихо. «Тигр вас привел». Елена, так звали ее, была красива до болезненности. В ней было что-то, что не поддавалось городу и дереву одновременно: дорогая ткань, аккуратная прическа и глубокая усталость в глазах, словно на нее уронили тяжелый мешок воспоминаний. Она говорила неохотно. Сначала короткие отрывочные фразы, потом слова, которые не складывались в историю. Максим заметил мозолистые ладони, хрупкие шрамы на шее, боязнь резких звуков. И в кармане ее куртки он нашел рецепт на антидепрессанты. Гром, который до этого момента был неразлучным с Максимом, сторонится Елены.
Тигр рычит по ночам и встает между ними, как если бы защищал край своей территории от скрытой угрозы. Иногда он целует ее лапой, а иногда рычит так тихо, что Максим слышит только вибрацию. В одну из ночей Елена проснулась вся в слезах и молила какую-то невидимую силу о прощении. В ее голосе было что-то, что разбудило в Максе старую оперирующую внимательность. Он понял, что ее страх глубже, чем простая потеря и шок. Сначала она рассказывала о поездке на турбазу «Медвежий угол». Дальше о ссоре с коллегами, о желании уйти в лес, чтобы опомниться. Но мелкие несостыковки в ее словах, ее настороженность, какие-то украденные взгляды на Максима, на Грома — все это складывалось в картину, которая не давала покоя. Однажды ночью Максим услышал, как она шепчет имя. «Малыш, прости». В словах было столько боли, что у него будто захватило дыхание. Через несколько дней, когда Елена стала есть, помогать по хозяйству и вставала с трудом каждое утро, чтобы не напугаться от внезапных звуков, она не выдержала и призналась. История вываливалась из нее в кусках, как старый дом. Все, что было на виду, вполне ровное. Все, что держалось внутри, разрушалось. Она рассказала о 2 годах, проведенных в браке с Олегом Крестовым, о побоях, которых никто не видел, о ночах, когда она пряталась, чтобы ребенок не услышал крики. Она рассказала, как родила преждевременно, и ребенок умер. Как однажды в порыве отчаянной защиты схватила нож, которым Олег угрожал ей, и ударила. Ее голос ломался на словах «не хотела», «защищалась». Он поднял нож, и в этом было больше правды, чем каких-либо юридических аксиом. Но потом она сказала то, от чего Максим почувствовал лед. Она пыталась покончить с собой. В тот момент Гром, как будто понимая не только человеческую боль, вошел в комнату и как-то инстинктивно принял ее под свою защиту. Тигр, который мог свалить взрослого мужчину, нежно положил голову на ее колени и удерживал как мать, возвращая ее в жизнь. Максим слушал и видел в ее словах свою собственную боль. Не ту, что вылечивают операции, а ту, что лечится лишь вниманием и вниманием другого. Он выслушал ее без осуждения и предложил помощь. Он знал, что сам был не идеален, что в его сердце было столько шрамов, что можно было переписать карту России от некрасивых линий. Но он предложил Елене то, что мог — свою поддержку, простой дом и защиту. Когда полиция наконец пришла, это не было неожиданностью. Люди в форме нашли их в избе. Елену арестовали по подозрению в убийстве мужа. Максим не мог смотреть бездействующим взглядом на то, как забирают женщину, которая стала его другом. Он продал серебро, кое-какое оборудование и поехал в областной центр искать адвоката. Он нанял Игоря Сергеевича Белова, дорогостоящего, но честного юриста, который взялся за дело с тем редким сочетанием профессионализма и внутреннего огня, когда обвинение должно быть поставлено в рамки, а не растоптано эмоциями. Дни в СИЗО были длинными. Максим приходил каждый день, оставляя на столе Елене чай и старые книги. Он фактически работал грузчиком, чтобы заработать на защиту. Он искал свидетелей, собирал медицинские справки о побоях, напоминал миру, что истина иногда терпит крах под грузом фактов. Но факты сами по себе не всегда полная правда. На суде выступали люди: соседка Мария Петровна, медсестра из клиники, участковый Иванов. Их показания складывали сложную мозаику: ежедневные крики, побои, вызовы полиции. Елена признала часть вины, но лишь потому, что в нервном обрушении она сама смыла нож, уничтожив улики. Адвокат Белов сделал то, что должен был сделать профессионал. Он собрал снимки, медкарты, вербально нарисовал картину. Насилие систематическое, страх постоянный,
Нападение, к которому женщина была вынуждена ответить. Прокурор настойчиво говорил о том, что бытовые конфликты не оправдывают убийства. Судья назначил перерыв. На процессе было много слез и слов. Присяжные, люди, которые каждый день живут обычной жизнью, думали о собственной безопасности, о том, как часто женщинам прощают за шум, но не за кровь. В итоге присяжные признали Елену виновной в убийстве в состоянии аффекта, то есть непреднамеренном, но и не полностью оправданном. Судья приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Это было не освобождение и не приговор, который делает жизнь белой страницей. Это был шанс, за который боролись двое — адвокат и Максим, который сидел на скамье рядом с Еленой и держал ее руку, пока приговор зачитывали. После суда они вернулись в тайгу. Гром встретил их так, как встречают лишь давно потерянных родственников. Тигр зарычал, потом нежно коснулся Елены мордой, словно проверяя, не ушла ли ее душа за время отсутствия. Они решили начать новую жизнь. Максим открыл в ближайшем поселке медицинский пункт. Небольшой, но необходимый. Елена обучилась у него основам медсестринства, и вместе они служили людям. Перевязывали раны, делали уколы, давали советы, слушали истории. В их пункт приходили те, кто раньше не верил в врачей. Охотники с переломами, дети с простудами, старики с тихими болезнями. Они стали частью небольшого сообщества. Через год пришла весть, что изменила их дом окончательно. Елена сообщила о беременности. Радость была осторожной, как будто каждый шаг был проверкой. Ребенок родился весной. Здоровый, с густыми черными волосами, теплыми пальчиками, которые впервые нащупали шерсть Грома. Они назвали мальчика Артемом, в честь сына Максима, которого он потерял много лет назад. Имя было как мост между прошлым и настоящим, между потерей и даром. Гром, теперь массивный и величественный, охранял ребенка как своего. Когда Артем плакал ночью, тигр ложился рядом, и звук его дыхания успокаивал маленького человека больше, чем методики сна. Жизнь в тайге учит простому. Любовь не устраняет боли, но делает ее выносимой. Максим понял это досконально. Он научился снова оперировать, но уже не в больших хирургических центрах, а в своей медицинской комнате, оказавшейся маленькой форпостом жизни. Он помогал рожать, вытаскивал людей из бедствий, оказывал помощь при переломах и даже рецептурно лечил стариков. Его руки снова умели делать чудеса, хотя теперь чудо не было спасением самолично. Чудо было в содействии миру, в умении дарить тепло. Иногда ночами, лежа рядом с печью, Максим и Елена разговаривали о том, как трудно было им обоим. Они вспоминали о страхе, о том, как трудно доверять после того, как тебя предали, били, оставили. Но доверие, как и дом, строится по кирпичику. И каждый новый день был этим кирпичиком. Они учили Артема уважению к миру, к природе и к живым существам. Он вырос между человеком и тигром, и в этом союзе не было дикости. Было какое-то древнее, почти родовое спокойствие. Однажды за ними пришел ветер. Слухи о человеке, который живет с тигром, они всегда доходили до городов. Но те, кто приходил, чтобы увидеть их, приносили не только любопытство. Однажды к их дому подъехали люди в форме. Полиция и журналисты. Сначала было напряжение, потом понимание, потому что общественное мнение меняется мягче, чем законы. Им пришлось объяснять, что Гром — воспитанный зверь, что он не представляет угрозы, что их жизнь — не медиаспектакль. Люди уходили с разными мыслями, и не всем нравилось. Но для семьи главное было не вестись на шум, охранить то, что они имели — дом, медпункт и друг друга. Максим, который некогда оперировал сердца с точностью мастера-часовщика,
понял, что истинные операции проходят глубже, в душах. Он научился снова любить, не как будто бы вырезая себе новую жилку, а мягко, шаг за шагом. Он понял, что спасение приходит не только к тем, кто спасен, но и к тому, кто протянул руку. Он был спасен, когда принес в дом тигренка, и когда принял женщину, которую привел тот же зверь. И когда их сын Артем в один летний день подрос до того, чтобы бегать по лесу за птицами, он увидел, как Гром лежит под деревом и внимательно наблюдает, будто исполняя роль молчаливого оберегателя. Годы не отменяют прошлого, но они его трансформируют. Максим не забыл Анну, он иногда разговаривал с ней наедине с печью, с тем, кого не вернуть. Елена не забыла свое прошлое. Оно было в ее движениях, в ее боязни резких звуков, в старых шрамах. Но все это стало частью их совместной истории, в которой было место и трагедии, и надежде. И когда люди приходили в их медпункт и благодарили за руку помощи, они видели в глазах Максима что-то, что невозможно было купить ни за какие деньги. Глубокое понимание того, как дорого стоит каждая спасенная жизнь. Гром остался с ними, и к нему пришла слава, но не городская, природная. Люди из дальних районов приезжали посмотреть на тигра, но чаще всего приносили подарки, рыбу, шерсть, иногда старенькие игрушки для Артема. Тигр стал частью их маленького мира, хранителем, который, казалось, понимал все тайны этого места. Однажды старый Петрович, придя в гости, сел на пороге и долго смотрел на их дом, на тигра и мальчика, который учился ловить рыбу в ручье. «Жизнь», — сказал он наконец и помолчал. «Она любит тех, кто у нее учится». Максим улыбнулся. Он знал, что слова Петровича — правда. Он также понимал, что их история не о чуде случайном, а о постоянной работе над собой и другими. Он знал, что если бы он остался в городе и не вывез себе этой последней возможности начать сначала, то многое осталось бы не сделано. А теперь, глядя на сына, на Грома и на Елену, он видел не только настоящее, но и будущее, которое они вместе могут построить из обломков прежней жизни. Вечера в тайге были полны простых радостей: стук дров, запах копченой рыбы, тихое хрипение печи. Иногда туда приходили люди за помощью, иногда друзья. Они смеялись, спорили о мелочах, и Анна с Артемом прошлого жили в воспоминаниях, которые не омрачали настоящее, а придавали ему глубину. Максим понял, что спасение — это не единичный акт, а постоянный процесс — поддерживать, стоять рядом, давать руку, когда она требуется. История о тигре, который приволок к отшельнику красавицу, стала легендой. Люди рассказывали ее по-разному. Одни — как чудо природы, другие — как притчу о втором шансе. Для Максима это было лишь подтверждением простой истины. Когда ты сам готов спасать, спасение приходит. Гром, Елена и маленький Артем — все они вместе построили дом, который был открыт не только для них, но и для тех, кто в нем нуждался. И когда в один тихий вечер, сидя у печи, Максим погладил старую ребристую шерсть тигра, тот повернул огромную голову и как будто улыбнулся. Он знал, что будущее неизвестно, что лес хранит в себе множество тайн, но рядом с ним было то, что было дороже любой медицины. Семя нового мира, которое нужно было беречь бережно, как хрупкий огонек в ладони.